Так, теперь мы с вами будем вязать ведро. Поскольку у меня нитка тонкая, тоньше, чем основная, здесь вот две нитки, скрутка, я беру крючок 2 миллиметра. Делаем кольцо амигуруми. Вывязываем еще одну петлю. И вяжем в общей сложности 8 столбиков без накида. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стягиваем кольцо. Теперь берем контрастную нитку. Я беру мулине. И вот в эту петлю протягиваю. Теперь вяжем 8 прибавок. Второй ряд. Вот сюда заходим. Вяжем прибавку. 1. И сюда же второй. В следующую петлю за переднюю полупетлю 1. И сюда же второй. Следующую петлю за переднюю. 1, 2. Это уже 6, 7. Сюда же 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сюда же 14, 15, 16. Вот, 2 петли контрастного цвета, 2 ряда связали. Третий ряд вяжем. Столбик без накида, прибавка 8 раз. Столбик без накида, под следующую петлю прибавка 1 и сюда же второй. Опять столбик без накида, прибавка. Итак, вяжем по кругу. И в третьем ряду должно быть 24 столбика без накида. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд вяжется без изменения. 24 столбика без накида. Но вяжем за заднюю полупетлю. Вот у нас петля. Вяжем за заднюю. 1, 2, 3. Так, теперь переворачиваем на левую сторону и затягиваем. Смотрите, чтобы нитка не порвалась. Вяжем пятый ряд. Пятый ряд вяжется тоже 24 столбика без накида, но вяжем за переднюю полупетлю. 1, 2, 3,
И так по кругу. Вяжем 7 ряд. 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. Один, два, три. Прибавка. Один. И сюда же второй. И так вяжем по кругу. И в этом 7 ряду должно быть 30 столбиков без накида. 8 ряд вяжем без изменения. 30 столбиков без накида. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Вяжем 9 ряд. Значит, в 9 ряду я хочу прибавить только 3 столбика. Если бы я вязала опять 6, у меня бы ведро пошло на расширение сильно. Поэтому я прибавлю только 3 столбика. Вяжем 9 столбиков без накида, прибавка 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. 1. И сюда же второй. Итак, вяжем по кругу. И в этом ряду у вас будет 33 столбика без накида. 10 и 11 ряд вяжем без изменения 33 столбика без накида. 10 ряд, 11. Один, два, три. И так далее вяжем один круг и второй. Так, закончила я вязать в высоту. Вот, я считаю, что мне этого хватит. Вы примеряйте по своему снеговику. Может, вам надо больше рядов провязать и пошире. Тут уже, как говорится, дело мастера. Единственное, что хочу сказать. Здесь 33 столбика. Пополам не делятся. Вот, прикреплять ручку придется на другой стороне на глаз, потому что нечетное количество столбиков. Так, закончила я этот ряд. И я решила сделать обвязку. Хотите делайте, хотите не делайте. Это уже на ваше усмотрение. Можно обвязать зеркальным рачьим шагом. Как он вяжется? Заходим в петлю, вытягиваем, перекручиваем и провязываем. В следующую петлю заходим, вытягиваем петлю, перекручиваем и провязываем. Можно так обвязать. Я решила обвязать соединительными петлями, соединительными столбиками. Захожу тоже за переднюю полупетлю. И провязываем.
за переднюю полупетлю. И так по кругу. Так, закончила я обвязку, отметила противоположную сторону, где ручка будет крепиться. Ну и теперь я решила чуть донышко укрепить. Так. Вот здесь у нас остались петли. Помните, мы вязали за заднюю полупетлю, а вот передняя полупетля у нас осталась. Вот они. Так, вывязываю одну петлю. И теперь захожу в следующую и тоже провязываю соединительные столбики. И так вяжу по кругу. Кстати, что хотела сказать по поводу ведра. Ведро можно украсить. Вот у меня, допустим, есть вот такая тесьма, зигзаг. И вот здесь по краю пришить или приклеить. Будет красиво. Так, теперь делаем ручку. Для ручки я взяла вот такой шнур. Я его намотала на втулку от туалетной бумаги, чтобы он не мялся. Вот, скотчем приклеила. С одной стороны приклеила скотч, как я делаю. На клейкую сторону и закручиваю. Так, закрутила. И вот так наискось обрезаем, чтобы уголок был. Для чего это нужно? Чтобы продеть в отверстие. Вот у нас здесь маркеры стоят. И вот сюда продеваем. Так, протянули. Теперь, чтобы не выскользнула эта часть, скотч снимаем. Берем нитку, любую, даже такую же, вот, которой мы вязали. Можно простую нитку взять. И вот здесь обмотайте.
Можно еще. И опять завязать узлы. Так, теперь нитку отрезаем. И вот так пришиваем. С внутренней стороны. Теперь точно так же продеваем с этой стороны, с наружной, внутрь. Берем бедро, прикладываем к голове. Здесь одна часть ручки. И вот так должна лежать сама ручка. Вот таким образом. Вот и замеряйте так. Теперь я вам покажу, как я пришиваю детали. Вообще, каждый волен пришивать по-своему. Вот я ноги установила. От центра одинаковое расстояние. Вот, видите? Так, теперь вот эта нитка, которую мы оставляли, она от ноги идет. Теперь я вожу крючок в столбик, в петлю, который напротив. Вот у меня получается вот этот. Вот сюда. Сшивать лучше иголкой с тупым концом, чтоб не расщеплять нитки. Петлю не затягиваю. Я уже показывала этот принцип, чтобы видно было, откуда петля выходит. Опять же, в эту петлю заходим. Теперь заходим в следующую петлю. Смотрим, где соприкасаться будет. Вот с этим. Значит, вот сюда. И вот сюда. И петлю затягиваем. Можно не обязательно в тот же. Теперь заходим в ту же петлю, откуда у нас нитка идет. И в следующую петлю.
столбик, в эту же петлю теперь можно затянуть. Теперь в следующую. Можно в столбик напротив. Сюда же. Вот у нас петля здесь выходит. Теперь в следующую. После того, как закончили пришивать, посмотрите, все ли вас устраивает. И только после этого удаляйте иголки, булавки. Узел делать не надо. Вы просто прокалываете, выводите в любом месте, желательно в отверстие попасть. Нитку сильно не затягивайте. Так, теперь в то же отверстие, где вышла нитка, и в другое куда-нибудь. И еще раз можно в это же отверстие. Вот. Теперь нитку чуть-чуть натяните и отрежьте. Ну, вот так. Ноги пришиты. Так, теперь будем вязать лыжи. Вязать буду из пряжи производства Пехорка, детская новинка. Стопроцентный высокообъемный акрил в 50 граммах 200 метров. Рекомендованный крючок тройка. Я буду вязать 2 миллиметра, чтобы лыжи были устойчивые, тугие. Цвет бежевый. Набираем 7 воздушных петель. Каждый набирает по-своему. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли – это столбик без накида. Заходим в третью петлю. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4,
4, 5 и в последнюю петлю шестой. И затягиваем. Теперь вывязываем одну воздушную петлю. Это у нас столбик без накида 1. Затем будем заходить. Одну петлю пропускаем, заходим вот в эту, в следующую. И вот сюда напротив. Так, одну пропускаем, заходим сюда и вот сюда. Это будет второй столбик. Теперь в эту петлю и в эту. Это будет 3. В эту и напротив. 4. В эту петлю и напротив. 5. И в конце ряда и вот сюда попасть и сюда. 6. Опять вывязываем одну воздушную, столбик без накида 1. Одну петлю пропускаем, в следующую заходим. И напротив. 2. Три. И напротив. 4. В петлю. И напротив. 5. В петлю и напротив. 6. Опять одна воздушная. И вяжем точно так же. Одну петлю пропускаем, то есть оставляем столбик без накида 1. В петлю напротив 2. Три. 4. 5.
шестой, чтобы легче вам было вязать, прям в угол вводите крючок. 6. И опять одна воздушная. И дальше уже легко пойдет. Вот петли друг против друга. Это 2. 3. 4. 5. И прям в угол сюда вот так 6. Одна воздушная. И вот они друг против друга. 2. 3. 4. 5. Почему кручу? Чтобы вам было видно. 5. И в угол 6. Вот так я вяжу подошву для следков. Она получается двойная. Вот, видно, что двойная, но не разделяется. Но я еще шнур добавляю сюда какой-нибудь, чтобы не протиралась. Она еще толще получается. До 1 сантиметра. Так что подошву из нее этим принципом вязать очень хорошо. Я показывала. Все, дальше вы вяжите эту лыжу и примеряете по ноге, какой длины вам нужно. Вот, допустим, 6 петель, я считаю, для меня хватит по ширине. Вот, по ширине мне хватает. Ну, а по длине уже там ориентируйтесь, какой вам длины нужно. И теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядов я провязала. Вы смотрите, как вам будет нравиться. Ну вот, устанавливаем. Ну, вот мне такой длины вполне хватит. Теперь нам нужно сделать мыс в лыже, то есть на убавление идти. Вывязываем одну воздушную. То есть столбик у нас без накида один есть. Дальше делаем убавление. Вот, 2 петли берем, вытягиваем петлю. И заходим в следующую. Вытягиваем. И теперь все 3 петли провязываем. То есть мы один столбик убавили. В следующее вот напротив. Вытянули. Так, и в следующие 2 петли. Вытянули, провязали. Значит, у нас один столбик был,
Две убавки сделали, это 3. И в угол 4. Теперь смотрим. Здесь 4, а на этой стороне у нас еще 6. Значит, вывязываем одну воздушную. Это столбик у нас остался. Заходим, одну петлю пропускаем, заходим в эту. И заходим в следующую петлю. И все провязываем. Здесь с этой стороны заходим в одну петлю, а здесь заходим в 2 петли. Так, раз. И в следующую. И провязываем. И в угол будет 4. Делаем одну воздушную. Одну петлю пропускаем. Заходим в одну. В следующую. И напротив. И в угол. Одна воздушная. Одна. И в угол. Опять воздушная. Одна. И в угол. Вот так получается. Теперь нитку вытягиваем. Затянули. Вставили в иголку. И прокладываем по центру. Вот до этого места, где по прямой вязали. И теперь начинаем стягивать.
Можно подальше. Вот такая лыжа получается. Так, вы смотрите, как вам, чтобы вам понравилось. Можно посильнее. Теперь выводим иглу на обратную сторону. И вот только здесь делаем узел. Все, закрепили. И теперь нитку прячем внутрь. И обрезаем. И никакой проволоки не надо сюда. Все, лыжа держится. Теперь мы с вами должны изготовить лыжные палки. Делаем кольцо. Вывязываем одну воздушную. И в это кольцо надо провязать всего 8 столбиков без накида. 1, 2. Вот здесь надо вязать туго. 3. 4. 5. Я вяжу тоже двойкой. 5. 6. 7. 8. Теперь в каждую петлю вяжем прибавку. То есть должно получиться 16 столбиков без накида. 1. И сюда же 2. Под следующую петлю тоже прибавка. Это будет 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь эту нитку отрезаем. И вытягиваем. Одну петлю пропускаем, под следующую заходим. Протягиваем. Вот видно, откуда у нас нитка пошла. Вот сюда мы должны ее протянуть. Ну вот теперь эту петлю затягиваем. Убираем внутрь, заправим. А вот эту центральную надо затянуть потуже. Ну, смотрите, чтоб нитка не порвалась. Вот. Эту нитку уберем. Затем берете вот такие палочки. Так, как они правильно называются? Шашлычные палочки из бамбука. Либо вот такие палочки. Они толще. Это палочки для маникюра. Вот. И сюда вставляете. Вот этот острый край надо заточить. Он очень острый. Заточить. И потом с этой стороны, с изнаночной, клеем из пистолета лучше всего сюда капнуть, чтобы она не съезжала. Вот, и у вас будет лыжная палка. Как измерить высоту лыжной палки? Должны вот так руку поставить. Вот. Высота лыжной палки. И вот здесь отрезать. Так, вот эту часть можно заменить пластиком. Выбираете нужный размер кругляшка и затем прокалываете в центре горячей иглой. Когда вы режете кружок, то обязательно обработайте надфилем, там, наждаком, можно даже пилочкой для ногтей, чтобы не царапалось. И тоже будет такая же накладка. Вот эту часть я собираю пластмассу. Вот у меня, вот я отсюда вырезала. Это средство для чистки кухонных плит. Я цветную пластмассу собираю. Вот у меня такой цвет есть. Вот зеленый есть. Всегда пригодится на поделке. Теперь по поводу крепления.
Я взяла вот такую ленту шелковую, 4 миллиметра, приклеила внизу текстильным клеем, потом вот здесь приклеила, здесь приклеила и опять внизу приклеила под ногой. Теперь расскажу, как я приклеивала лыжи. Значит, вы снеговика поставьте так, как вам нравится. Вот у меня он немного вот так едет. Вот таким образом. Закрепите несколько булавок в передней части. И здесь тоже. А сзади пятку не трогайте. И потом под пятку текстильным клеем прикрепите. Когда высохнет, уберете булавки и приклеите переднюю часть. Так будет очень удобно. Теперь по поводу этого украшения. Вы можете свое любое сделать, какое вам нравится. Я использовала тесьму вот такую. Один экземпляр отрезала, но тут это пластмасса. Текстильный клей не пойдет. Надо клеить универсальным клеем. Глаза и пуговицы. Вот самоклеющиеся стразы. И вот такие почти черные я использовала на глаза. Но их лучше приклеивать все-таки клеем. Это текстильный и хорошо держит. Брови, как делала, отрезала кусочек нитки черной, отрезала маленький кусочек один и второй. И положила. Так. Так. Расположила. Кто-то по-другому сделает, кто как. Вот. Если понравилось, значит, что делаем? Берем булавки и в эти места вкалываем. С одной стороны и с другой. И потом вышиваем. Теперь я вам покажу, как я вязала шарф. Вязала вот из такой красивой пряжи. Крючком 3,5 миллиметра. Так, показывать буду вот уже на простой. На обычной пряже. Я уже ее использовала. Набираю 5 воздушных петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И 1 петля подъема. 6. И вяжу соединительные столбики. 1 петлю пропускаю, следующую вяжу. Это будет 1, 2, 3,
4, 5. Вывязываю одну воздушную. Вот здесь не затягивайте. Одну петлю пропускаю, под следующую за заднюю полупетлю соединительный столбик. 1, 2. Вот петля. За нее захожу. 3. 4. 5. Опять одна воздушная. Не затягиваем. Одну петлю пропускаю. Под следующую вяжем. Это 1, 2. 3. 4. И вот я говорила не затягивать, иначе вы сюда не попадете. Вот она, 5-я петля, полупетля. Когда я связала на нужную длину, отрезала нитки 5 сантиметров. Сложила пополам. И протянула. Так, один хвост. И второй хвост. И вот так бахрому сделала. В эту же петлю можно еще один раз вставить. Кстати, забыла вам сказать, что ведро я наполнила синтепухом. И затем по краю пришила. Чтобы лыжные палки хорошо держались в руках, я вот здесь на палец и здесь текстильный клей капнула чуть-чуть и прижала. И потом в отверстие вставила лыжную палку. Ну вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.